Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом немецкого пирога «Дерево». Десерт с удивительно оригинальной формой и насыщенным вкусом. Этот пирог отличает необычный способ формирования. Слои теста наносятся поэтапно, что создает красивую структуру, напоминающую срез дерева. Хотя может показаться, что это сложно, но готовить его на удивление просто. Нежное тесто, пропитанное ромом с богатым ореховым ароматом, придает пирогу глубокий и насыщенный вкус, а шоколадная глазурь делает его по-настоящему изысканным. Такой десерт не только порадует сладкоежек, но и удивит гостей своей необычностью и станет ярким акцентом любого праздника. Для приготовления нам нужен марципан, либо любые измельченные орехи, 100 грамм. Щепотка соли, ванильный сахар чайная ложка, 8 яиц, 125 грамм муки, 125 крахмала, у меня кукурузный, 250 грамм сахара, при желании ром 30 мл, сливочное масло 250 грамм. Для глазури черный шоколад 125 грамм, жирные сливки 100 мл и 20 грамм сливочного масла. Первым делом отделим белки от желтков. Я забыла включить камеру, поэтому показываю вам процесс, где уже добавляю желтки. До этого размягченное сливочное масло я взбила с сахаром и ванильным сахаром до воздушной белой массы. Сахар должен растаять. Теперь постепенно ввожу желтки в масло, продолжая взбивать. После этого добавляем остальные ингредиенты. Вводим измельченные орехи, либо марципан, у меня измельченный арахис. Я купила в магазине уже в таком виде. Вы можете взять любые другие орехи, просушить их в духовке, либо на сковороде и измельчить в крошку с помощью блендера. Крахмал перемешиваем до однородности. В отдельной миске взбиваем белки с щепоткой соли до плотной белой массы. Теперь небольшими порциями вводим белки в ореховую массу и аккуратно перемешиваем. Тесто должно в итоге стать воздушным. Постепенно добавляем муку и тщательно перемешиваем. Форму диаметром 26 см я застелила пергаментной бумагой. Выкладываем 2-3 столовые ложки теста на дно формы и разравниваем. Если вы хотите, чтобы ваш пирог был выше, тогда диаметр формы можно взять поменьше. Отправляем в заранее разогретую духовку, только верхний нагрев, и выпекаем при температуре 230 градусов 4-5 минут до золотистого цвета. Затем достаем из духовки, повторяем процесс. Выкладываем тесто, разравниваем и выпекаем. Готовим так пирог, пока не закончится все тесто. Хоть процесс и кажется длительным, но он очень увлекательный. Пока пирог горячий, смазываем его 1-2 ложками абрикосового варенья для придания легкой кислинки. И теперь оставляем пирог до полного остывания. Приготовим глазурь. Нагреваем сливки до кипения, но не кипятим. Убираем с огня и добавляем кусочки черного шоколада. Постоянно перемешиваем, пока шоколад полностью растает. Добавляем кусочек сливочного масла и снова перемешиваем до получения однородной глазури. Я переворачиваю пирог вверх дном, потому что низ ровнее, а верх от варенья чуть-чуть деформировался. Хотя этот недостаток можно исправить с помощью глазури. Наносим глазурь сначала вверх пирога, а затем на бока. Украшать такой пирог можно по своему желанию. Использовать замороженные ягоды, орехи или другие украшения. У меня замороженные ягоды. Нарезаем пирог на порционные кусочки и подаем к столу с чаем, компотом либо мороженым. Пирог получился сытным, с насыщенным ореховым вкусом и ароматом, но чуть-чуть суховат. Я решила немного поэкспериментировать и взбила жирные сливки с сахарной пудрой до плотных устойчивых пиков. Получился воздушный крем.
использовала для украшения кусочка пирога. Это оказалось невероятно вкусно. Нежный сливочный крем идеально дополнил десерт, сглаживая его легкую сухость и придавая еще больше нежности и гармонии вкусов. Такой вариант подачи точно придется по вкусу тем, кто любит сочетание насыщенного орехового теста и легкого крема. Пирог дерева получился удивительно питательным, сладким и ароматным. Каждая порция раскрывает неповторимый вкус орехов и рома, дополняемый нежной шоколадной глазурью. Этот пирог станет настоящей изюминкой любого чаепития или праздничного стола. Подавайте его с чаем, компотом или мороженым, чтобы насладиться поистине королевским десертом. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.